Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, канал Честный Влог. Сегодня у меня хорошее настроение, потому что наконец-то ко мне прилетел Honor X8. А что такое Honor? Honor — это те смартфоны, которые вот топ за свои деньги. И когда тебе не надо платить много, но ты получаешь очень хороший продукт. Что касается Honor, во-первых, он очень легкий, всего лишь 177 граммов веса, но самое главное — экран. Он выглядит практически безграничным. И нету другого смартфона в этом ценовом сегменте, который бы имел такой экран с такими маленькими рамками. Короче, классный модный дизайн с квадратными гранями, большой экран 6,7 дюймов, 90 Гц, NFC. Кстати, на некоторых сайтах написано, что NFC нету. Нет, здесь NFC есть. Адекватная производительность, 11 Android, 4 камеры на борту. Ну и мы помним, да, что на Honor у нас работают Google сервисы, с этим вопросов никаких нет. Так что, друзья, хочу вам рассказать про Honor X8, что он из себя представляет. Меня зовут Фил, канал Честный Влог. Погнали! Сразу хочу сказать, что мне очень нравится последняя работа от Honor, то, как выглядят их смартфоны. Прямо вот классно. Знаете, я немножко переживал, что вот эти квадратные грани, которые в принципе пришли к нам от айфонов, как-то неправильно отразятся на смартфонах, но нет, выглядят они отлично. Спереди у нас стекло, диагональ 6,7 дюймов, достаточно массивное, но за счет того, что у нас очень тонкие грани, за счет того, что смартфон весит всего лишь 177 граммов, это стекло как бы классно вписывается в корпус. По бокам у нас пластиковая рамка, сзади у нас пластиковое стекло, ну пластик, да? И так как у нас по бокам и сзади пластик, поэтому я вам рекомендую, обязательно используйте чехол. Смартфон очень элегантно выглядит за счет вот этих квадратных тонких граней и за счет, конечно же, очень тонких рамок вокруг экрана. Да, снизу есть небольшой подбородок, но в целом отлично. Сканер отпечатка пальцев работает быстро, расположен он в кнопке питания, и разблокировка по лицу тоже работает, с этим все отлично. У нас здесь IPS экран, соответственно, если вдруг вы переживали на тему шима, да, ваши глаза слезятся, когда вы смотрите на AMOLED, здесь вопросов никаких не будет. Шима у нас 0. 90 Гц, причем вы можете выставить 60, 90 и авто. Я рекомендую ставить все-таки 90 Гц, чтобы вот прям вот 90 Гц, чтобы максимально была плавная анимация. От этого вы получите только удовольствие. 391 точка на дюйм, никаких пикселей вы не увидите, красота. По углам преломления все нормально, это IPS экран. Для особой настройки можно выставить цветовой режим и температуру, если вам хочется более обычные цвета или более яркие цвета, или вообще вы можете сместить баланс белого куда-нибудь, если вам это хочется. По яркости здесь тоже все достаточно хорошо, несмотря на то, что это не AMOLED, а IPS экран. На улице в итоге вы все видите достаточно комфортно, потому что яркость 500 нит в автоматическом режиме, плюс антибликовое покрытие, плюс очень тонкое стекло экрана One Glass Solution. Короче, на улице все видно отлично. А еще знаете, сколько я не смотрю на этот экран, не пользуюсь им, такое ощущение, что вся информация, она не в глубине находится, а наверху, то есть толщина экрана очень небольшая. Это действительно очень прикольное ощущение. Так как смартфон в первую очередь должен оставаться все-таки телефоном, то разговаривать по нему комфортно, датчик приближения работает хорошо, через динамик я всех слышу хорошо и меня все слышат тоже. Что касается звучания, здесь у нас, к сожалению, нету стерео, хотя за такие деньги, но в целом оно и понятно. Монозвучание при этом достаточно яркое и громкое. Ну а для всех, кто любит слушать музыку по проводу, у нас здесь есть 3,5 мм джек. Это хорошо. Я, честно говоря, давно уже топлю за то, чтобы люди пользовались наушниками без проводов, потому что это ну просто удобно. И не надо там всякие споры о том, что лучше звук или хуже. Все хорошо в Bluetooth наушниках, если у вас нормальные наушники и нормальная музыка и нормальный аппарат. Виброотклик на этом смартфоне не топовый, но очень мягкий. Знаете, нет такого противного дребезжания. Здесь стоит не самый свежий Bluetooth модуль, версия 5.0. Можно было, наверное, поставить что-то и посвежее, хотя бы 5.1. Но в целом этого вам будет без проблем хватать на то, чтобы вы подключили свои классные Bluetooth наушники и слушали музыку через телефон по Bluetooth. Можно было отходить на 10 метров, и проблем никаких нет. NFC есть, поэтому бесконтактные платежи можно осуществлять. Ну и вообще, что касается самой операционной системы, я напомню, что в Honor нету никакой проблемы больше с Google сервисами. Все работает как и раньше. Просто берете, покупаете себе смартфон, берете свой предыдущий смартфон, перекидываете все с прошлого смартфона на этом при помощи специальной настройки и погнали. Операционная система, где стоит Magic 4.2, а вот Android здесь пока еще 11, я думаю, что в максимально ближайшее время сюда прилетит и Android 12. Могу, знаете, вот что сказать. Телефоны компании Honor всегда славились тем, что они работали хорошо. Что я имею в виду? Вот если ты берешь, покупаешь недорогой Honor, ты можешь быть уверен, что смартфон даже за 10 тысяч рублей будет работать хорошо. То есть операционка построена
таким образом, что даже не мощные процессоры могут все вывозить, и у тебя не будет каких-то подтормаживаний, там, лагов и так далее. Понятное дело, что это не будет какое-то супер шустрое устройство, но оно не будет тебя раздражать. Здесь такая же ситуация. Magic.4 работает отлично. Во-первых, есть полный функционал по кастомизации, есть огромное количество вещей, которыми вы будете пользоваться. Конечно же, это темные темы, клонирование приложений. Есть большое количество настроек рабочего стола, обработка звука, виброотклик, специальные возможности, экран и так далее. Также обязательно включайте Google ленту. Она называется Google Discover. Если вы делаете свайп слева направо, то вы как раз таки туда и перемещаетесь. Полезно тем, что она отслеживает, что вы ищете, и дает вам информацию на интересующие вас темы. Включить или отключить Google Discover можно на основном экране. Единственная претензия у меня к операционке от компании Honor: нельзя сделать свайп сверху вниз и открыть уведомления. Вам надо обязательно тянуться к самому верху, и только тогда вы увидите уведомления. Это очень неудобно. Я с этим борюсь уже огромное количество времени. Чувствуется, что где-то там в далеком Китае есть некий программист, который не хочет меня услышать. Но, дружище, я уверен, что когда-нибудь мы сможем преодолеть этот порог непонимания. Так вот, что касается производительности, 680-й Snapdragon здесь стоит. Что такое Snapdragon? Это один из тех процессоров, под которые заточены, по большому счету, все приложения. Максимально оптимизированы. 680-й это достаточно свежий, он выходил в конце 2021 года. По мощности работы процессора здесь все хорошо. В Antutu смартфон выдает порядка 270 тысяч баллов в производительном режиме. Этого более чем достаточно для решения всех повседневных задач и, конечно же, поиграть в игры. По своей мощности смартфон находится на уровне конкурентов или даже выше их. Так что, по сути, вы устанавливаете себе Call of Duty, выставляете средние настройки и погнали. Все работает очень хорошо, и такая ситуация будет практически со всеми играми. Просто не надо ставить самые высокие настройки, и все будет отлично. Также в Honor есть модная технология Honor RAM Turbo. За счет нее есть возможность расширить оперативную память и к 6 гигам добавить еще 2. Это дает возможность улучшить производительность системы, больше приложений одновременно держать в памяти, а соответственно иметь всегда к ним доступ. Но помните, чем больше приложений памяти, тем больше расход аккумулятора. Еще я отметил, что смартфон особенно сильно не нагревается. Кстати, от игр и производительности мы переходим к аккумулятору. Честно говоря, на цифрах кажется, что он немножко маленький. 4000 мАч, есть быстрая зарядка, она в комплекте на 22,5 Вт. Ну а полностью смартфон заряжается от 0 до сотни примерно за час 50, хотелось бы чуть-чуть побыстрее. Хочу отметить еще такую штуку. Смартфоны Honor всегда с аккумуляторами в целом дружили. То есть, несмотря на то, что здесь не очень большой аккумулятор, вам на целый день его будет хватать. Понятное дело, можно любое устройство высадить в ноль, если вы будете постоянно играть или включите YouTube и будете его смотреть. Но в целом этого смартфона вам хватит надолго. Ну и теперь давайте поговорим про камеру. У меня есть и хорошие новости, ну и нормальные. Хорошая новость. У нас здесь 4 модуля. 2 из них точно полноценно работают. Это основная камера и широкоугольная камера. Основная камера на 64 мегапикселя. Апертура 1.8 достаточно светлая, есть цифровая стабилизация. Ультраширокая камера на 5 мегапикселей, апертура .2, плюс у нас есть 2 модуля, это глубина резкости, для того, чтобы вы делали портретики, а также макромодуль, ну, на них можно не обращать внимания. Ну, они глобально погоду не делают. Хорошая новость в том, что когда вы будете снимать видео, у вас есть цифровая стабилизация, не сказать, что она идеальная, но окей. Так себе новость, что можно снимать только Full HD 30 кадров в секунду, то есть 4К снимать на этом смартфоне нельзя. Хотелось бы. Ну, давайте я вам покажу примеры фото и видео возможностей. Фотовозможности в целом меня порадовали. Я делал сравнение с более дорогим смартфоном Poco X4 Pro, он дороже на 11 тысяч рублей. При этом смартфон фотографирует очень близко. Вот посмотрите, фотография вечером. Здесь мы видим, как Honor удачно высветил вот эту зону, а на Poco полностью у нас все засвечено, и мы не можем видеть кирпичи за этой надписью. Мало того, посмотрите, как обработана сама надпись. Это видно, что это неоновая надпись. А на Poco у нас просто засвеченный какой-то объект. Не видна ни фактуры, ничего. Или вот фотография на фронтальную камеру, сделанная в портретном режиме. Обратите внимание, что на Poco у нас немножко засвечена надпись, и поэтому она светлая. На Honor у нас сохраняется цвет. Соответственно, когда вы будете фотографироваться на фоне заката, у вас не будет засветов, и это хорошо. Если посмотреть на увеличение и на детализацию, то смартфоны практически сделали идентичные фотографии. Я бы даже сказал, что Honor сделал фотку лучше. И на этой фотографии HDR лучше отработал на Honor, потому что на Poco основная часть фотографии ушла в тень. Смотрите, какая темная вот эта зона. А Honor высветил фотографию, и мы видим фактуру, например, видим здесь кирпичи, а на Poco мы кирпичей здесь не видим. Уличные фотографии выглядят немножко по-разному. Poco немножко подкрашивает картинку, Honor дает более реалистичные цвета, но я хочу обратить ваше внимание вот здесь, на этот автомобиль. Посмотрите, как на Poco здесь в тенях все в шумах. Картинка выглядит очень рыхлой, и Honor в этом смысле выглядит поинтереснее. Да, он, может, немножко добавляет мыльца, но точно нет таких больших шумов. Вот здесь
опять же, HDR на Honor отработал лучше. Смотрим на небо. Оно не так засвечено, как оно засвечено на Poco. И еще хочу обратить ваше внимание на то, как получилась елка, потому что на Poco видна большая обработка. Как мы уже не в первый раз видим, Honor делает более реалистичную картинку, а Pocophone больше обрабатывает. Тут я бы сказал, кому что больше нравится. А вот фотография моей супруги Александры в портретном режиме. В целом смартфоны сделали практически идентичные фотографии. И еще раз напомню, что разница между ними в 10 тысяч рублей, потому что Pocophone стоит практически 40, а Honor 28. Также вы помните, что Honor может делать фотографию в 64 мегапикселя, и эти фотографии дают большую детализацию, правда и весят практически в 2 раза больше. Это у нас пейзаж. Здесь видно, как фотография с большим количеством мегапикселей дают лучшую детализацию. Если посмотреть на дом, вот здесь видны решетки, а на фотографии в обычном режиме эти решетки смазаны. Так что если вы хотите более детализированные фотографии, делайте их в формате High-Res. Эту опцию можно найти в меню камеры. В итоге, как я и сказал, Honor делает фотографии практически наравне с моделями, которые стоят гораздо дороже. По видео предлагаю начать сразу со сложных условий. И вот обратите внимание, насколько лучше картинка выглядит на Honor. Во-первых, нет такого моргания из-за съемки неоновых надписей. Во-вторых, нет таких шумов, которые есть на Pocophone. Плюс картинка выглядит сама более цельнее и насыщеннее. Но если смотреть на съемку на улице, то смартфоны дают примерно одну и ту же картинку. Единственное, что мне немножко не хватает стабилизации на Honor. Так что, когда будете снимать видео, обратите на это внимание. Итак, друзья, давайте сделаем небольшие выводы. Honor X8. Первое, что хочу сказать, это офигенно классный смартфон с точки зрения дизайна, с точки зрения его использования. Экран абсолютно безрамочный, очень легко лежит в руке, большой, сочный и при этом, с другой стороны, компактный. Круто. Это является, я бы сказал, главной продающей фишкой. Также здорово, что здесь есть 4 камеры, 2 из которыми можно отлично пользоваться. Аккумулятор нормальный, производительность нормальная. Конечно же, если порыться на рынке, можно найти какие-то более производительные решения, но они, соответственно, будут толще, такими элегантными, более лопатофонными и так далее. А здесь прямо классно, в руке лежит отлично. Все основные функции, которые вам требуются от телефона, фото, видео, взаимодействие с другими людьми, общение, серфинг, плюс поиграть в игрушки, это все работает на этом смартфоне без каких-либо проблем. Если зайти сейчас на Яндекс.Маркет, можно увидеть, что цены 24 990, и это с учетом скидки. Цена, естественно, может измениться, когда вы будете смотреть это видео, но я в любом случае оставляю ссылочку внизу на Яндекс.Маркет. Переходите, выбирайте телефон по лучшей цене. Ну и плюс у Honor бывают всякие разные акции, подарочки, так что ссылочка внизу именно для вас. Я также планирую сделать большое фото-видео сравнение Honor X8 с другими смартфонами такого же ценового сегмента, например, Poco X4 Pro, может быть, что-то возьмем от Samsung и так далее. Так что обязательно подписывайтесь на канал и не пропустите, это будет очень интересно. Ну а я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Я, может быть, запишу еще видео с фишками для этого смартфона, чтобы вы могли знать, как максимально полностью раскрыть этот телефон. Большое спасибо за то, что посмотрели. Берегите себя и своих близких. Меня зовут Фил, Честный блог. Не болейте, счастливый. Пока.